Приветствую всех на канале Пчеловодство и Природа. Сегодняшнее видео хочу показать. Вчера делал прививки. И как приняли, как прививки делаю, позже покажу. Просто погода похолодала, ветер. Ну а по графику мне надо сегодня сделать прививку. Вот, поэтому, погода погодой, а работать надо. Как пчелки встретят, конечно, сейчас не очень им комфортно и немножко злиться будут, поэтому я вот с дымом, с маской, но тем не менее работу надо делать. Ну и так смотрим. Значит, я как делаю прививки? Я продаю пакеты и на оставшихся, то что остается, делаю прививки. Уже там смотрю, если посильнее остается остаток семьи, то чуть больше могут потянуть. То есть я их особо не насилую, чтобы там специально, а на том количестве ульев, которые есть, в принципе, достаточно. То есть ставлю им больше, а то, что потянули, потом это самое. Потом они это и воспитывают. То есть они же и семья стартер, и семья воспитательница. Пчелы карника, в принципе, миролюбивые, но среди них тоже есть Так, смотрим. Вот сколько тут приняли. Так, это уже вижу, что не принятая. Раз. И я сразу вот в такую коробку забираю. И потом можно делать повторно сюда прививку, если я в другой семье буду где-то делать. Так, вот это не приняли. Это не приняли. Тут так видно, если где-то потянули, значит, и потом еще заглядываю. Вот уже немножко подогнул. Надо очень-очень аккуратно тут. Это надо чем-то таким поправлять. Поправляю то, что есть. Не, надо будет чем-то круглым там. Так, тут не приняли. Тут почистили. Есть, тут тоже почистили. Так, тут тоже почистили. Это все приняли. Так, что получается? Раз, два, три, четыре, пять. Тут... Нет, тут не приняли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7. Вот 7 с 16 приняли. Все. Вот пусть они этих 7 и теперь и воспитывают дальше. То есть я их... Тут количество пчел остается не такое большое. Это не специально сформированная семья стартер. Поэтому вот этого количества для того, чтобы качественные матки получились, им достаточно. Смотрим следующую. Тут тоже немного. Вот одна принята, а это... я так вижу, я даже можно не заглядывать. Что, если не потянули, все, тут даже я подогнул или когда ставил, может, подогнул. Так, тут есть ветер. Ветер, холодный ветер. Система моя на шприцах. Я показывал изготовление, кому интересно будет, можно пользоваться. Раз, два, три, четыре. 4 всего. Ага. Там, где делаешь повторно, то есть когда сразу делаешь, мало принимают. Когда делаешь уже повторно, больше идет прием. Тоже по-разному. И потом постоянно надо контролировать, чтобы не тянули свои свящевые маточники. Так, утепляем. Сейчас посмотрим на украинскую рамку, как приняли. Тут есть у меня тоже несколько семей. Вот эту семью смотрим. Тут семья посильнее, во-первых. Тут я прививочную рамку поставил.
Так. Семья посильнее, стоит прививочная рамка. Смотрим, что здесь. Ну, тоже не особо прием. В нижнем ряду чуть больше приняли. Ну и задача моя как бы убрать лишнее нетривочное. Это буду повторно делать, если мне надо будет, до прививку в другие семьи. Сейчас посчитаем здесь. Не очень прием. Не знаю, причины могут быть разные. Так, здесь не вижу. Так, тут есть. Тут не вижу. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 принятых. Вот здесь у меня семья посильнее. Ульи утепленные, развитие намного лучше. Сейчас посмотрим, как здесь приняли. Так, здесь я 20 штук поставил. Ну, пчел тут хватает. Так. Я смотрю. Вот тут практически все приняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 10. В общем, именно всех. Так. Ну, этим уже пару дней. Сейчас второй посмотрим. Уже пару дней где-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 11 штук. Так, я заглядываю внутри. То же самое. Все есть, вроде ничего не почистили, нормально. Ну, то есть разный прием, в зависимости от состояния семьи. И вот ульи утепленные лучше принимают. Тут я немножко сжал лишние рамки за заставную и в другие ульи пораздавал, где чуть пожатие семья, больше пчел, вот там лучше принимает. Ну такое, как бы, но для меня, я говорю, количество маткомест у меня небольшое, поэтому вот в каждой семье по чуть-чуть выводят. Сколько потянули, сколько вот я ими оставляю, потом уже больше им не прививаю. Ну и дальше еще покажу прививку потом. Сейчас попробуем сделать прививку. Погода не очень соответствует. Я обычно привык делать прививку прямо возле улья. Потому что переносить, уносить, а если часто прививку делаешь в одном, во втором, в третьем семье, в третьей семье, то туда-сюда это все носить. Я раньше носился, там в машине делал там соответствующую температуру, а сейчас я уже больше так привык, поэтому делаю здесь. Но погода не очень соответствует. У меня тут племенная маточка Склинар, и я вот один нюанс приобрел шпатель у Владислава Дончика. Ну, понятно, я его уже испытал, просил Владислав сделать отзыв, значит, как он в работе. Ну что, да, я его уже испытал, как бы, ну что, сказать, что это небо и земля по сравнению с китайским, которым я до сих пор пользовался, это ничего не сказать. Как бы до сих пор я делал прививки китайским шпателем, а теперь буду просто играться. То есть насколько приятно этим шпателем работать, ну это я уже не один его испытал, и в принципе все делают положительные отзывы. Отрицательного ничего нет, как бы так сказать. У меня шприцевая технология, я различные поршни от шприцев использую. Такие это на 2-миллилитровые, там есть на 20-миллилитровые. Вот. Ну и сейчас попробуем сделать прививку на одну из планочек. Сейчас надо найти рамочку более-менее. Тут у меня маточка Склинар племенная. Вот от нее сейчас и сделаем прививку.
Погода, конечно, такая, ветер сумасшедший, если слышно в камеру. Ну, пчелки мирные. Вот чем мне нравится карника, тем, что, конечно, с ней можно работать. Вот меда там больше, меньше, как бы пчелы, пчела медоносная. Ну, как бы с этой можно работать. Так, тут ну, где-то там есть рамочка. Я просто сейчас уже не помню какая. Я вчера делал прививку. Найти надо. Но, конечно, есть более темные соты, в них лучше работать этим шпателем. Есть более светлые. В более светлых, конечно, чуть хуже тем, что сразу продавливается ячейка. Если сильно, чуть сильнее нажмешь, вот это, по-моему, вот эта рамочка. Ну, желательно, чтобы здесь матки не было. Сейчас мы посмотрим, чтобы матки не было. Ну, матки вроде нету. Я не вижу, она меченая, ее сразу видно. Не, матки нету. Пчелки обсиживают хорошо рамочку. Так, вот так я делаю. Сразу прислонил. И поехали. Так, глаза вот эти, это общий фон, я ими вижу. И хорошо есть вот такие со сменными линзами. Тут можно любой подобрать. Да, там спрашивали постоянно. Китайский бинокуляр такой. Так, ну и пробуем сделать прививку. Вот так я сразу, просто сразу возле улья делаю. Вот, пчелки, конечно, немножко мешают. Так. Тут уже более крупная личинка. Ну что, остались более такие, которые для прививки уже больше по краям. Конечно, время идет, они чуть-чуть. Так. Ну что, вот здесь. Вот здесь. Если камера туда покажет, не покажет, наверное, личиночку. Вот надо только вертикально туда, четко. Вот здесь где-то есть чуть-чуть, можно немножко выбрать. Ну не знаю, видно, не видно, камера вряд ли покажет. Ладно, я делаю прививку, времени особо нету там рассматривать. Так, все. Значит, ну это... чем этот шпатель отличается? Вот я взял. Как? Можно будет увидеть личинку? Видно личинку? Не видно? Вот я не знаю, даже, наверное, до 12 часов такая личиночка. То есть этот шпатель чем отличается? Китайским такую личинку взять невозможно, просто невозможно. А этот шпатель, наоборот, большую личинку не возьмешь. Ну и там чуть-чуть придавливаешь, и все, и она там остается. Вот, если... Вот она там осталась. Если что-то не получается, значит, ну что, повторно можно взять там и так далее. Так, ну мне главное найти, потому что они тут разновозрастные личиночки. И это самое. Тут надо именно выбрать. Выбрать такую, которая подходит. Вот. Ну не всегда с первого раза получается взять, потому что светлый сот не так. Ну вот, как бы, не знаю, видно ее, да? Ладно, не будем мы на этом останавливаться. Вот, нормально сходит, просто чуть-чуть вдавливаешь туда. Опять же, обратный кончик шпателя, если вот чуть повредил, допустим, примял, вот можно ее выровнять, саму ячеечку. Ну, вот таким вот образом. И пошел. Ну, это я для камеры, я подробно, я как бы останавливаюсь, что-то комментирую. А так пошел, и как бы, ну, быстрее нахожу личинку, и это самое. Просто более оперативно. Ну вот, опять же, видно, не видно, да? Вот. И потом быстро пошел. Главное время.
Вот, все, я дальше буду делать уже не на камеру, потому что, ну, время. И потом покажу, как поставлю я эту прививку в улей. Вот сделал прививку, теперь сейчас перенесем, поставим в семью. Здесь я пока закрываю. Закрываю, потому чтобы не остывало и расплод, и рамочка. Вот таким вот образом прикрываю. И семья ждет, в принципе, следующей прививки. То есть я вот таким вот образом. Потому что носить куда-то, я уже это как бы прошел. И пока глаза опять меняю, потому что там надо уже по-другому. Так, идем. Берем дым, там у меня Карпатка более. Здесь что я хотел сказать. Значит, я попробовал сделать прививки китайские системы. И туда изготовил мисочки восковые. Вчера смотрел, почти ничего не приняли. Сделал до прививку, не знаю, что тут потянули. Как ни странно, что-то еще потянули. Я уже хотел совсем было повыбрасывать. Значит, пусть тянут. Так, вот здесь я чуть-чуть, когда доставал, надо поправить. И здесь чуть-чуть примял. То есть что-то они все-таки... Я уже вчера вообще расстроился. Совсем было не приняли. Ну сейчас смотрю, что-то попринимали. Так что, ну, дай бог. Дай бог, может что-то с этого получится. Так, ладно, ну тогда им рядом сейчас поставим прививочную планочку. Пусть еще такую потянут. Сколько потянут. Тут у меня Карпатка. Докупал для нуклеусов пакеты. И, ну, более злые они. Я не знаю, конечно. Карника мне больше нравится. В этой связи. Если бы нормально селекцией кто-то занимался, Карпатки, то, конечно, было бы намного приятнее с ней работать. Вот так. Вот сейчас здесь ставим. Так. Ну, вот таким вот образом. Что-то потянут, не потянут. Будем делать допрививку, перекомплектуем в другие ульи, посмотрим. Ну, вот таким вот образом. То есть, шпатель Владислава, еще раз говорю, то, что я доволен, это супер. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.